Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости канала! В этом видео я попробую рассказать о Linux Utility под названием Top. Рассматриваемая утилита представляет собой упрощенный аналог диспетчера задач Windows, широко известного для многих пользователей. Для Linux существует огромное количество различных систем мониторинга за состоянием компьютера, сервера и так далее. Во многих дружелюбных к пользователям дистрибутивах по типу Ubuntu сразу из коробки идет графический диспетчер задач, похожий на тот, что есть в Windows. Если за эталон по функциональности брать именно вариант из Windows, то для Linux, как правило, функциональности будет больше. Помимо графического варианта, для Linux существует еще большее количество консольных утилит. Причем есть даже такие, которые символами способны рисовать неплохие графики, которые выглядят даже интереснее векторной графики при графическом интерфейсе. И из всего этого множества есть одна утилита, которая есть в стандартном наборе практически любого дистрибутива. По крайней мере, мне не встречался дистрибутив, где по умолчанию ее бы не было. Утилита Top получает информацию в реальном времени из виртуальной файловой системы, которая, в свою очередь, не хранит реальные файлы, а динамически генерирует информацию по запросу. Виртуальная файловая система находится в каталоге Proц. Она предоставляет доступ к данным о процессах, памяти, процессоре и другой системной информации через файлы-псевдонимы. Эти файлы являются интерфейсом между ядром операционной системы и приложениями. Пример файлов-псевдонимов: proc mem.info, proc cpu.info, proc speed, proc stat и так далее. Небольшое лирическое отступление. С одной стороны, каталог Proc очень интересен, и можно просто полазить по файлам, и вы узнаете очень много интересного об операционной системе Linux. С другой стороны, эти знания для работы вам вряд ли пригодятся, разве только ради ответа на каком-нибудь душном собеседовании, чтобы попасть на работу мечты. Запустим утилиту командой top и посмотрим на ее вывод. Данная утилита работает в интерактивном режиме, обновляется один раз в 3 секунды. Этот параметр можно изменить, нажав кнопку S. В шестой строке, которая сейчас свободна, появится надпись Change Delay from 3 to. Нужно ввести интересующую цифру, к примеру, 1, и нажать Enter для подтверждения. Тогда утилита будет обновляться каждую секунду, или нажать Escape для отмены. Процессы в данной утилите по умолчанию сортируются сверху вниз, начиная от тех, кто употребляет больше всего процессорного времени. Сразу стоит еще сказать о двух командах: H – помощь и Q – выход. Но можно выйти и стандартным прерыванием при помощи комбинации клавиш Ctrl-C. Прежде чем перейти непосредственно к утилите, хочется сделать небольшое отступление и отметить, что вывод команды у меня сделан на древнем компьютере, на который просто поставлен Linux. Некоторые Linux-системы действительно способны оживить старое железо и хоть как-то заставить его шевелиться в современном мире. То есть для реального сервера, который будет стоять на работе, значения многих параметров будут в разы больше. Хотя лет 15 назад этот ноутбук и был у меня сервером для игры в одну MMORPG среди друзей. Он выдерживал около 300 соединений и падал. А с учетом того, что некоторые играли в 10 окон, то играло на нем от силы человек 5-10. Вообще, тема старого железа меня порой печалит. Ведь это огромные вычислительные мощности, которые по сути никому не нужны. Я не могу сказать, что раньше было лучше, но какие-то вещи были удобнее. Возможно, из-за того, что для создания старой техники была такая должность, как дизайнер по эргономике. К примеру, старые кассетные плееры или магнитофоны зачастую имели причудливую форму, но даже вслепую ими было удобно пользоваться. Рука сама ложилась как нужно, то есть все было сделано для удобства пользователя. У данного старого ноутбука съемный аккумулятор. Во-первых, это удобно в дороге. Одно движение и снова можно работать минимум 5 часов. Во-вторых, удобно с точки зрения разборки. Если не снять аккумулятор, то корпус не разберется,
А следовательно, при чистке, даже если у вас дрогнет рука, то при всем желании вы ничего не замкнете и ничего не сгорит. А еще некоторые гаджеты могут зависнуть так, что не будут реагировать на кнопку выключения, и тогда останется ждать, когда сядет аккумулятор. А тут его можно просто вынуть и таким образом все сбросить. Про крепость корпуса я вообще молчу. За эти 15 лет откуда он у меня только не летал. При этом современные ноутбуки, которые выдаются работодателями, я боюсь лишний раз даже закрывать. Настолько все хлипко. А еще про быстрое устаревание. Я иногда смотрю видео по ремонтам ноутбуков, и там так странно, когда мастер рассказывает о компьютере, которому всего 2 года, а он уже старенький. Хотя, наверное, глупо делать противоударный корпус ноутбуку, который через 2 года станет стареньким. Кто-то говорит, что лучшее, чего достойна старая электроника, это сдача в утиль. Но я все же предпочитаю выжимать из железок максимум. А вы как считаете, чего достойна старая электроника? Что же, вернемся к Utility Top и рассмотрим ее первую строку. Первый интуитивно понятный параметр – это текущее время. В данном случае 20 часов 50 минут 51 секунда. Второй параметр – это uptime, то есть время работы без перезагрузки. В данном случае 8 минут. Обычно там указаны дни, месяцы, годы, но в данном примере 8 минут. Третий параметр – users, количество подключенных пользователей, в данном случае 1 юзер. Обычно этот параметр в разы больше. Четвертый параметр – это средняя загруженность системы Load Average 1.13, 1.63, 1.03, то есть за 1 минуту, за 5 минут и за 15 минут. На этот параметр хотелось бы обратить особое внимание. Load Average – это показатель объема процессов в очереди на ресурсы. То есть, когда в системе возникает процесс, но в данный момент процессорные мощности распределены по процессам с более высокими приоритетами, поэтому процесс становится в очередь. Чем больше таких процессов в очереди, тем больше показатель Load Average. Если не вдаваться в подробности, то эти 3 временные метрики можно воспринимать как воображаемый график. Если метрика за минуту выше, чем остальные, то нагрузка возросла. Если ниже, то спала. Относительно нормальные показания тут привязаны к количеству ядер процессора. То есть показание должно быть меньше или равно количеству ядер. В данном примере у меня 1 ядро и показания не переваливают за единицу, и это нормально. Если бы показания были равны 2 и более, компьютеру было бы плохо. Если бы у процессора было бы 2 ядра и показания как сейчас, то компьютер вообще летал бы. Но стоит запомнить крайне важную вещь, что не всегда показания Load Average свидетельствуют о том, что процессор загружен. Иногда при обращении к каким-то сетевым ресурсам это показание может увеличиться, но компьютер не будет тормозить. Рассмотрим вторую строку Tasks. Total – параметр, обозначающий общее количество процессов в системе. В данном случае 178. Running – параметр, показывающий количество процессов, выполняемых процессором или стоящих в очереди на выполнение. В данном случае running равен 2. Sleeping – параметр, показывающий количество процессов, ожидающих какого-либо события ввода-вывода. В данном случае sleeping равен 176. Stopped – параметр, обозначающий количество приостановленных процессов. В данном случае параметр равен 0. Zombie – параметр, показывающий процессы, завершившие свое выполнение, но ожидающие, когда родитель считает их код завершения и отправит сигнал на их освобождение. Иначе говоря, эти процессы действительно похожи на живых мертвецов, то есть зомби. В данном случае параметр равен 0. Рассмотрим третью строку, которая отвечает за процент использования процессора. Use – процент использования процессорного времени программами пользователей. В данном случае 73,7. Su – процент использования процессорного времени процессами системы.
в данном случае 26,3. Ни – процент использования процессорного времени программами с измененным приоритетом, команда nice, в данном случае равно нулю. ID – процент простоя процессора, в данном случае равен нулю. Wait от wait – процент операций, ожидающих ввода-вывода, в данном случае равен нулю. He – процент использования процессора для обслуживания аппаратных прерываний, hardware и RQ, в данном случае равен нулю. C – процент использования процессора на обслуживание программных прерываний, software interrupts, тоже равен нулю. ST – процент использования процессора для других задач, например, обслуживание гипервизора, равен нулю на физической машине. Поскольку ноутбук у меня физический, то в данном случае параметр равен нулю. Четвертая строка. Использование оперативной памяти. Total – параметр, показывающий общее количество оперативной памяти. Free – параметр, показывающий количество свободной оперативной памяти. В данном случае 222,8 мегабайт. Used – параметр, показывающий количество использованной оперативной памяти. Buff Cache – параметр, показывающий память, которую Linux использует для кэширования диска и которая будет освобождена, когда приложение потребует ее. В данном случае 1064,9 мегабайт. Пятая строка. Использование swap-пространства или swap-файла, кому как удобнее это называть. Swap-файл – это одна из самых интересных и сложных для понимания вещей в подсистеме управления виртуальной памятью. О нем можно спокойно наговорить несколько часов, и все равно будет мало. На практике знания о нем вам пригодятся, если вы вдруг решите заняться оптимизацией системы. И, начитавшись статей в интернете, решите отключить данный файл, решив, что он тормозит систему. Разумеется, такое решение будет ошибкой. Но на этом этапе нужно лишь знать, что нужда в использовании swap-файла возникает тогда, когда система не может удержать в памяти нужный кэш и страницы. Да, вся память, которой оперирует система, разбита на страницы. Каждый процесс в системе имеет свое адресное пространство, и об этом тоже можно говорить часами, но для простого пользователя знание бесполезно. Total – параметр, показывающий общее количество swap-пространств. Free – параметр, показывающий количество свободного swap-пространства. Used – параметр, показывающий количество использованного swap-пространства. AvailMem – параметр, показывающий количество доступной памяти для подкачки. Шестая строка по умолчанию свободна, но иногда используется для ввода команд. Седьмая строка – Process List, по которым показывается следующая информация. PID – Process ID процесса. User – с правами какого пользователя выполняется. PR – приоритет процесса. NI – значение nice процесса. Virt – виртуальная память, используемая процессом. Res – физическая память, используемая процессом. Share – разделяемая память процесса. S – состояние процесса. И ниже параметры S – спящий, R – запущенный, Z – зомби. Значок процента CPU – процент использования процессора процессом. Значок процента MEM – процент использования памяти. Time plus – общее время активности процесса. Command – команда, которой был вызван процесс. Надеюсь, это видео было полезным. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте и Дзен. Все ссылки в описании к видео. Пишите свое мнение об увиденном. Спасибо за просмотр. Желаю хорошего настроения и огромной удачи.